Вы любите мелодрамы? Есть у вас такое кино, которое вы готовы смотреть снова и снова? Особенно, если на улице дождь и кошки на душе скребут. У меня такой фильм есть. Это романтическая комедия «Пока ты спал». Режиссером фильма был Джон Тёртлтауп, а главные роли исполнили Сандра Буллок и Билл Пулман. Друзья, всем привет! Вы на канале Русториес, где мы изучаем русский язык по коротким историям. Сегодня я расскажу о своих впечатлениях об одном замечательном фильме. В русском языке существуют специальные слова, обозначающие короткий текст, в котором автор делится своими впечатлениями о фильме или спектакле, которые он посмотрел, или о книге, которую он прочитал. Например, слово «отзыв». Отзыв – это небольшой текст, в котором автор рассказывает свое личное мнение, например, о фильме, и дает свою личную субъективную оценку. Он рассказывает, что ему понравилось, а что не понравилось, и говорит, советует ли он этот фильм другим. Обычно в отзыве не пересказывают все содержание фильма, иначе тем, кто прочитает отзыв, будет неинтересно смотреть сам фильм. Я часто читаю отзывы перед тем, как решить, стоит ли посмотреть какой-то фильм. Еще в русском языке есть слово «рецензия». Рецензия – это экспертное заключение, в основу которого ложится профессиональная оценка и анализ. Обычно в рецензии указывается жанр фильма, автор сценария, режиссер, главные герои и актеры, которые их играют, основной сюжет фильма. В рецензии автор анализирует основные достоинства и недостатки сценария, оценивает игру актеров, качество работы операторов и в итоге дает свою заключительную оценку фильма в целом. Обычно настоящие рецензии пишут профессиональные кинокритики. Но давайте вернемся к фильму «Пока ты спал». Фильм рассказывает историю одинокой продавщицы токенов в чикагском метро по имени Люси. Люси спасает жизнь плохому парню Питеру, когда он падает на рельсы метро. Пока Питер находится в коме, семья ошибочно принимает Люси за его невесту. И она идет на эту игру, чтобы, наконец, уйти от одиночества, почувствовать принадлежность и любовь. «Пока ты спал» был коммерчески успешен и собрал более 182 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 17 миллионов долларов. Фильм стал любимой классикой жанра мелодрамы и часто упоминается как одна из прорывных ролей Сандры Буллок. Впервые я увидел этот фильм в 1995 году
почти 30 лет назад, но я до сих пор влюблен в главную героиню, да и во всех остальных героев тоже. Недавно я узнал, что в первоначальном сценарии в коме лежала женщина, а мужчина представлялся ее женихом. Но продюсеры испугались, что многие зрители отнесутся отрицательно к подобному развитию событий. Сценарий из-за этого чуть не задвинули на дальнюю полку, когда вдруг один из продюсеров предложил поменять героев местами. Смелая идея понравилась студии, и лента сразу же ушла в работу. А помните вот эту сцену? Мальчик развозит газеты на велосипеде, а потом на скользком льду падает с него. Этого всего в сценарии не было. И падающий мальчик попал в кадр совершенно случайно. Но студия решила ничего не переснимать и оставить эту сцену в фильме. На мой взгляд, этот маленький эпизод только добавил фильму реализма и сопереживания. Лично я каждый раз переживаю за упавшего парня. На главную роль студия хотела пригласить актрису Деми Мур, но из-за занятости на других проектах Деми пришлось отказаться от роли. А вот главную мужскую роль мог сыграть тогда еще мало кому известный Мэтью МакКонахи. На пробах он всем очень понравился, но в итоге режиссер Джон Тёртлтауп ему отказал из-за слишком сильного техасского акцента. То же самое произошло с другим претендентом, Расселом Кроу. Его режиссер забраковал из-за австралийского акцента. В итоге роль ушла уроженцу Нью-Йорка Биллу Пулману. Кроме Деми Мур, на роль Люси рассматривали Джулию Робертс и Николь Кидман. Но мне кажется, что лучше Сандры Буллок эту роль не сыграл бы никто. Фильм стал любимым для многих миллионов зрителей. Его трогательная и смешная история – это как рождественская сказка про спящую красавицу. Или про неспящую. Или про спящего красавца. Или про некрасавца. Решайте сами. Короче, если вы все еще не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Очень рекомендую.